Я пересмотрел десятки видео, интервью на языке оригинала о проектах The Next и самом Крисе и других членах команды. С каждым новым следующим роликом я буду раскрывать малоизвестную тему, к примеру, откуда у проекта The Next финансирование и кто из инвесторов поверил в команду в начале пути, почему же на самом деле Крис Херия получил условный тюремный срок на 2 года и как команда и каждый ее атлет начинали, через какие сложности прошли и почему первые 2 года проект был убыточным и как им все же удалось добиться мировой известности в более чем 60 странах мира. Поэтому уже сейчас нажми на кнопку подписки и колокольчика, чтобы увидеть в числе первых следующую часть через неделю. В любом случае загляни в описание, возможно на момент твоего просмотра видео оно уже вышло, и я прикреплю ссылку на следующие части. Кроме того, в описании тебя ждет приятный бонус от меня. Это подарок для начинающих в калистенике. Готовь свой фирменный перекус и усаживайся поудобнее. Будет интересно. Кстати, недавно узнал, что слово калистеника произошло от соединения греческих слов «калос» – красота и «шелос» – сила. Это и пропагандирует герой нашего выпуска. Ну что ж, начнем. Биография и интересные факты из жизни Криса. Крис Херия, кто же он? Миллионный блогер, предприниматель, атлет калистеники, отец, муж, друг. В конце серии моих видео вы проникнетесь его историей, и она не оставит равнодушным никого. Давайте разбираться вместе, кто же он. Родился Крис 21 декабря 1991 года во Флориде, США. То есть в 2019 Крису будет уже 28 лет. Теплый климат круглый год позволял Крису с удовольствием проводить большую часть времени на свежем воздухе. Он был активным ребенком. Занимался скейтбордом и боевыми искусствами. В юности пел в рок-группе, у него неплохой музыкальный слух. Недавно Крис даже выпустил несколько своих клипов, но это уже не в рок-стиле. Современные треки Криса можно найти на iTunes. Антропометрические данные на 2019 год. Рост атлета 1,80 м, вес около 77 кг. Обратите внимание на антропометрию. Повторюсь, рост 1,80 м и вес 77. Это практически идеальное соотношение, и Крис развеивает миф, что если вы даже выше 1,60 м, то ничего нельзя добиться в калистенике. Это не так. У него большие рычаги рук. При выполнении элементов из-за длинных конечностей рук, ног это нестандартно для привычного воркаутера. Посмотри, с какой легкостью он держит статические элементы, например, full plunge, или делает взрывные движения динамики. При этом его базовой подготовке можно в хорошем смысле только позавидовать и с точностью сказать, что его тяжелый труд очень хорошо заметен. Крис Херия считает, что на каком бы уровне вы ни находились, вы всегда будете примером для кого-то. При этом вы даже можете этого не понимать, но всегда найдется кто-то, кто хотел бы находиться на том же уровне, на котором находитесь и вы сейчас. И работая над собой каждый день, вы непременно станете лучше и сможете менять жизнь к лучшему и мир вокруг себя. А это вдохновляет остальных. До занятий калистеникой он серьезно увлекался скейтбордом, да и сейчас не против погонять. А к самой калистенике он приобщился в 2011 году. Из-за его большого количества тату, которым усеяна значительная часть его тела, малознакомым людям может Крис показаться обычным фриком, которому нечем выделиться. Но если узнать его поближе, по действиям, речам, окунуться в его спортивные проекты, там видны масштабное мышление взрослого, осознанного человека, харизматичного предпринимателя, атлета, актера, блогера, вокалиста, мужа, сына, отца и многие другие его жизненные роли. Назвав Криса предпринимателем, я имел в виду, что доход он получает не только с персональных тренировок, на которых еще в начале пути он зарабатывал больше $5000 в месяц. Под его брендом проекты YouTube, Instagram, продажа фирменной одежды и спортивной атрибутики. Но вишенкой на торте является собственно мобильное приложение на Android и iPhone по тренировкам, где немало как бесплатного контента, так и по ежемесячной подписке. И его положительное влияние распространяется по всему миру в более уже чем 60 странах. Кстати, его тату на шее появилось из-за нежелания работать на наемной работе. Он его набил, чтобы отрезать концы в воду и чтобы точно не приняли на собеседование на работу. Он сам себе создал такие условия, чтобы не было другого пути, кроме как создания своего продукта и работы на себя. Вот такой вот поступок.
Крис, конечно, не советует вам бежать и делать тату на шее, но если вы давно хотите, но откладываете какое-то дело, создайте себе искусственно такие условия, чтобы у вас не было другого варианта, кроме как сделать это или забыть навсегда. Пока я готовился к этому ролику, встретил в сети мнение, как многие думают, что партнер по команде Асфальдо Лугонес – это брат Криса, и никого не смущает, что это разные фамилии и не совсем схожая внешность. Что же, я развенчиваю этот миф. А брат у Криса действительно есть, это Стефан Херия. Возможно, вы видели его на канале The Next. Стефан также занимается калистеникой, и у него даже есть свой собственный YouTube канал. Вы, наверное, удивитесь, но Крис, несмотря на такие масштабы проектов, где свободного времени остается только на поспать, продолжает часто сам монтировать ролики, писать музыку. Может, поэтому у него и остается какая-то изюминка, которая цепляет в каждом видео, в которое он вкладывает огромный труд и свою душу. Занимаясь воркаутом с 2011 года, недолгий период времени он поучаствовал в соревнованиях во фристайле, выступал от команды Bar Stars до 2013 года. Потом Крис начал делиться своим опытом с другими ребятами, и после первых своих видеороликов он ежедневно стал получать сотни писем и фото людей, чья жизнь изменилась благодаря ему. После открытия первого воркаут-зала в Майами у него неплохо получалось с тренировками других людей, и финансовая сторона его жизни пошла в гору. Крис стал думать, как же ему объединить свои знания в одно целое и увеличить свою пользу для большего количества людей. Так в 2015 был создан сайт, где размещались все его тренировки.